Вот и появилась на свет 8-я часть из серии уроков «Изучи C-Sharp, играя в Unity». Рад, что появился спрос на этот курс, потому и продолжаю. В прошлой части разобрали массивы, а сегодня решил разобрать списки, так как они используются примерно для тех же задач, что и массивы. В своей практике создания программ на C-Sharp списки я вроде не использовал, точно не помню, так как это было давно. А вот в Unity использую почти постоянно. Охайо, ребят, вы во вселенной Rebel. На своем канале обучаю всему, что умею сам в сфере компьютерной графики и разработки игр. Не забывайте про мои каналы Telegram и ВК, ссылки в описании. Лист — это просто список однотипных объектов. Это может быть список целочисленных значений, также списки float, double или вообще логических значений bool. В общем, любые типы данных. Если говорить про Unity, то ситуация с типами немножко расширяется за счет собственных типов Unity. Это может быть что угодно. Вектор 3, вектор 2, кватернионы, трансформы или сами GameObjects. А также может быть список нашего собственного класса. То есть вы создаете какой-то скрипт и вешаете, к примеру, на несколько объектов. И чтобы в процессе игры не использовать команды для получения компонентов, можно заранее создать список с нашими классами. Это как один из вариантов. А в чем тогда разница между массивами и списками? Это динамичность. Массив имеет конкретный размер, а список может менять свой размер по мере добавления элементов. Также стоит знать, что получение элемента из массива будет быстрее, чем из списка. Отсюда следует простой вывод и одновременно ответ на вопрос, а когда нужно использовать массивы, а когда списки. Если вы заранее знаете количество элементов, тогда массив. Если количество объектов заранее неизвестно, тогда список. Давайте посмотрим теперь на это все в самой Unity. Стоит начать с операций, методов и свойств для списков. Расскажу про самые часто используемые. Первое – это инициализация. Она выглядит следующим образом, где вместо int может быть любой другой тип. То есть сейчас мы создали новый список. Чтобы туда добавить элементы, нужно использовать операцию add, которая добавит элемент списка в его конец. В нашем случае он будет первым. Через индексы элементов, как и в массивах, мы можем получить доступ к элементу, припустим, для того, чтобы его вывести. Или через операцию remove add удалить. Теперь про методы и свойства. Чтобы удалить все объекты, достаточно использовать метод clear, чтобы очистить список. Далее часто используемое свойство count. Думаю, тут понятно, что мы получим количество элементов в списке. Но учтите, что если в списке, припустим, 10 элементов, то count выведет 10. Но индексация начинается с нуля. Будьте внимательны. И последнее – это метод sort, сортировка списка. Думаю, тут должно быть все понятно. Давайте рассмотрим какой-то пример. Надеюсь, вам понятна разница между понятиями метод, свойства и операция. Я тоже на это надеюсь, но если это не так, то не стесняемся и пишем про это в комментарии. Обязательно отвечу или вообще сделаю ролик про это, если будет большой спрос. У нас будет главный скрипт main core, кинем его на пустышку в сцене. Далее будет скрипт hero, который будет отвечать за работу конкретного героя, как вариант. К примеру, этим героем будет сфера, кинем на нее скрипт hero и сделаем префаб. В главном скрипте создадим массив, это будут варианты скоростей, их конкретное количество. И список из классов hero, в который будем добавлять наших героев в процессе игры. Также поле для нашего префаба. В скрипте hero добавим только переменную для скорости, которую заполняем в процессе создания. Теперь в main core создадим метод, который создает нашего героя, добавит его в список и присвоит рандомную скорость из ранее заполненного массива. Perfect. Чтобы этот метод работал постоянно, сделаем invoke в старте и добавим в конец самого метода, чтобы он сам себя перезапускал. Эта строка будет вызывать метод каждую секунду.
Также забыл добавить инкремент для индекса, а то будет постоянно перезаписываться поле скорости только у первого элемента. А что такое инкремент, должны уже знать, мы это проходили. Запустим. Итак, что имеем? Каждую секунду создается сфера, добавляется в список и присваивается рандомное значение скорости. Нажмем паузу, чтобы проверить это все. Теперь, если продолжать что-то делать с этой якобы игрой, то мы уже будем хранить доступ ко всем сферам в виде списка нашего класса, длина которого динамичная. В случае чего мы можем перебрать элементы списка и получить доступ к любому полю нашего скрипта Haro. Понятное дело, что пример очень примитивный, но зато затрагивает сравнительную характеристику двух коллекций – массивы и списки. Например, в моей игре про Pop-It я почти везде использовал списки, хотя размер заранее известен. Тут уже вопрос оптимизации и удобства лично для вас. Из своего опыта скажу, что когда разрабатывал ПО на C#, то использовал только массивы, но когда начал работать в Unity, то использую списки, потому что мне так удобнее и проще. Да и особой нагрузки в моем случае на игру это не давало. Что ж, думаю, этого достаточно для списков. Сам этими знаниями ограничиваюсь в разработке игр, и их более чем достаточно. В качестве домашнего задания рекомендую сделать простое задание. Задача такова. Сделать два списка и один массив из 6 элементов типа int. Массив содержит рандом цифр от 0 до, пусть будет, количество моих подписчиков на момент просмотра этого ролика. Ваша задача состоит из двух этапов. Сначала нужно заполнить первый список с значениями из массива. Второй этап – это второй список заполнить 3 рандомными значениями из массива. В дополнение попробуйте провести сортировку списков и вывести результат в консоль. А после удалить по одному элементу из каждого списка. Желательно удалить последний. Тут это вот катун, я не буду говорить. В помощь свойства count. Если вы знаете циклы, то можно это все сделать через них. Если нет, тогда вручную каждый элемент. Потому и дал небольшое количество элементов. Папка для ваших работ все также в описании к видео. Если вы загружаете, обязательно пишите про это в комментарии. Будет много работ, сделаю обзор. По любым вопросам пишите в комментарии. Аригато и до новых роликов.